Всем привет из Афганистана. Часто задаваемые вопросы. Денис, расскажи, пожалуйста, про Кауса. Так как у нас есть телеграм-канал, я попросил подписчиков, задайте вопросы про Кауса, про Афганистан, про все, что связано с Афганистаном. Написали очень много вопросов, поэтому мы их позадаем. Всем привет. Каус, расскажи, пожалуйста, о себе. Как вы все знаете, меня зовут Каус, моя фамилия Старгант. Всем было интересно, где я выучил русский язык. Мне было 2 года, когда мы переехали из Кабула в Москву, и до 98 года я жил там. С 98 по 2011 я жил в Украине, учился также в школах в украинских, в российских, и закончил Харьковский политехнический институт. По специальности я по бакалавру компьютерный инженер, а по специальности второй уже системный программист. С детства я очень любил спорт, занимался футболом, был в юношеских командах многих спортивных клубов. Начинал в Дюш-13 в Харькове. Был в Арсенале, в Шахтере, в Донецком в академиях, в Харьковском Металлисте, в конце концов, закончил академию. Играл по первой лиге Украины в составе Харьковского Арсенала. В принципе, когда приехал назад в Афганистан, тоже занимался футболом, тренировался со сборной Афганистана в 2010 году. 2 года подряд выступал за команду Деспидгар Бозан в высшей лиге Афганистана. Потом перешел на пляжный футбол, занимался пляжным футболом 5 лет, играл в сборной, являюсь международным тренером и судьей от Всемирной Федерации Азии по пляжному футболу. Первый вопрос. Медицина, ОМС, страхование. Как такового ОМС в Афганистане нету. Страхование тоже только частное, то есть если ты хочешь, то можешь застраховаться. Если ты работаешь в международной организации, страхует тебя и твою семью. Медицина. Медицина в Афганистане хромает. На данный момент нуждаемся в специалистах хороших, так как все наши больные, тяжело больные, пытаются уехать в Индию или в Пакистан на лечение. С медициной кое-какие проблемы, потому что знаю на себе, по опыту, по родственникам. Поэтому хотелось бы больше иметь квалифицированных специалистов в этой области. Помогает ли государство сильно нуждающимся, у которых маленький бюджет семейный? Тут 2 сценария идет в Афганистане по этому вопросу. Первый вопрос, первый сценарий, так сказать, это то, что государство выделяет определенные дни в государственных клиниках на помощь людям, которые не имеют большого бюджета. Это 2 раза в неделю, по-моему, начало недели и конец недели. В частных клиниках все состоит гораздо, все состоит иначе. Здесь есть шкатулка помощи, и все люди, которые приходят в частную клинику, они кидают эти деньги в той частности, и сама клиника дополняет каждый месяц эту шкатулку, и если видят, что приходит человек, у которого реально проблемы с финансами, но его надо лечить, они берут деньги с той шкатулки. То есть и государство пытается помогать в этой сфере, и частные клиники тоже имеют шкатулку помощи. Второй вопрос. Расскажи, пожалуйста, про пенсии. Есть ли они вообще у вас? Пенсии, как и при том правительстве, так и при этом существуют. Выдавались они без каких-либо проблем до 2021 года. На данный момент пенсионеры, которые вышли на пенсию после 2021 года, ожидают в очереди, ждут, пока все бумаги там зарегистрируются, потому что сейчас процедура немного изменилась. И на данный момент у нас и есть пенсия, пенсионный возраст это 65 лет. У всех или женщины и мужчины разные? Нет, у женщин и у мужчин один возраст, по-моему. 65 лет? Да, 65 лет. И учителя, военные, преподаватели, государственные служащие, у всех у них есть пенсия. Минималка какая пенсия? Не могу сказать, потому что не знаю. Образование среднее и высшее? Как ты сам знаешь, образование в Афганистане очень больная тема. Из-за девочек, конечно, я тоже расстроен тем, что они не могут учиться до 12 класса, девочки ходят до 6 класса.
мальчики учатся до 12 класса. Но последние 2-3 месяца я даже слышал от своих сотрудников, что их дочери ходят в 10-11 классы. Дело в том, что разрешение получили 46 школ. У них есть договоренность с Министерством образования о том, что будет, они добавят в свой учебный план исламскую программу для девочек. Высшее образование, институты работают, но так как, сами понимаете, если после 6 класса девушкам учиться нельзя, также в институте на данный момент они в институты не ходят, парни только ходят, но они все работают, государственные и негосударственные институты. Получают ли дети в медресе дополнительное образование, кроме изучения Корана? Нет, в медресе они учатся Корану, про правильности чтения намаза и хадисам. Они идут в школу с утра, возвращаются к часу к 12, идут в своем медресе, возвращаются домой. Есть ли какие-то кружки, секции для детей? Конечно, есть секции, курсы английского языка, курсы по футболу, волейболу, гимнастике. Имеется. Следующий вопрос. Развлечения в скобках для женщин. Фитнес, кино, парки. Ну, как ты знаешь, сам кино последнее... Тренажерки. Конечно. Ну, кино в Афганистане как такового последние 20-30 лет не было. И кинотеатров тоже, так сказать. Были такие, ну, при предыдущем правительстве не очень, я бы сказал, ну, парочку. Вот, как бы, да, тренажерки есть для женщин, они там, время, по-моему, выделено до 11 часов, после этого потом идет перерыв, и в 2 часа обратно эти тренажерки открываются для мужчин. В парке, конечно, взяла ребенка, пошла в парк, взяла мужчину своего с детьми, пошла в парк. Вот. На таком уровне развлечения есть еще различные курсы для женщин английского языка, женщинам, которые хотят стать грамотными, курсы безграмотности, которые хотят научиться писать и читать. Как бы не могу сказать, что это развлечение, но это хорошо для саморазвития. Пока говорим про женщин, тут же вопрос. Работают ли женщины? В государственных структурах женщины работают. В медицинских учреждениях женщины работают. В международных организациях женщины работают. Могу сказать по своему опыту. Следующий вопрос от подписчика. Как относится Афганистан к России? Ну, на данный момент. На данный момент. Денис, ты же сам знаешь, я не буду отвечать на этот вопрос как бы от себя. Я буду отвечать на то, как смотрит правительство Афганистана, потому что я читаю, я знаю. Знаю, что у меня есть много друзей в Украине, потому что я там вырос, и я не хочу разговаривать на политические темы реально, но сложилось так, что я должен ответить на этот вопрос. Россия, ну, Афганистан относится очень хорошо к России, потому что Россия, то есть, является первой или второй страной, которая сделала шаг для того, чтобы признать эту страну. Вот. И как ты видишь, мы с тобой, когда выходим на улицу, люди узнают, что ты русский, они реагируют очень хорошо, всегда с тобой братаются, здороваются, хотят сделать фотографию. То есть, если индивидуум к индивидууму тянется, то, я думаю, государство к государству тоже потянется. Можно ли обычным туристам съездить в Афганистан и вернуться обратно? Вопрос такой. Я обещал задать все вопросы. Денис, как ты знаешь, туристов сейчас очень много со всех стран. В Афганистане они приезжают, ездят по провинциям, любуются страной и возвращаются успешно к себе домой. Как бы на моем опыте только за последний год было очень много друзей из разных стран СНГ, которые приезжали, я им показывал. Друзья есть, организации есть, компании есть туристические, в которых сейчас очень много зарегистрированных туристов на данный момент. Мы с тобой вчера видели итальянца, помнишь? Как бы люди приезжают и возвращаются домой в целости и сохранности. Хотел бы ты в Россию приехать? Конечно, я хотел бы приехать, приглашать его на Новый год. Кстати, уже пригласил один друг. Вот. Быть может, там мы с Денисом и увидимся в этом новом году. Знание русского языка и обучение в России, востребовано это или нет? Обучение в любой зарубежной стране востребовано, так как иностранное образование
в Афганистане очень ценится. Язык пока рано, но я думаю, в скором времени, если наладятся отношения, то язык будет очень цениться в Афганистане. При желании и финансах, есть ли возможность выехать за рубеж и вернуться обратно? Выпускают ли Это вопрос чисто мне или вообще афганцы? афганцы? Афганцы, конечно, у нас ездят в Арабские Эмираты, у нас ездят в Турцию, в Иран, Пакистан, вот сам был год назад. Берешь визу, едешь. Какие перспективы жители Афгана видят? И если видят завтра, через год, в каком направлении есть желание развиваться? К чему больше склоняются? Образование, наука, промышленность, сельхоз, армия. И какие страны им импонируют и почему? Ну, так как я являюсь гражданином этой страны, я могу сказать так, что даже спокойствие все решает. Даже 5 лет в этой стране, если будет спокойно, то прогресс какой-никакой, но будет. Спокойствие все решает, потому что, как мы можем видеть во всех странах, где было спокойно, мы с Японией получили в 1 год независимость. Посмотрите, где Япония, где мы, потому что у нас были войны. Я думаю, если здесь хотя бы 5 лет будет спокойно, не будет внутренних конфликтов, не будет вмешательств с внешней стороны, то Афганистан будет стабилен. Я не говорю, что все будет хорошо, быть может, за 5 лет на 5% что-то возрастет. Но стабильность, как говорится, признак мастерства, как говорят в футболе. Вот. И, конечно же, насколько я вижу, то во всех этих сферах, которые были указаны, афганцы хотят развиваться. Армия. Без армии ни одна страна не является полноценным государством. Самая востребованная валюта в Афганистане. Самая востребованная валюта в Афганистане на первом месте доллар, на втором месте евро. Третьем фунт британский. Фунт стерлинга, да? Опять вопрос про женщин. Какую одежду разрешено носить женщинам? Ну, женщинам разрешено носить любую одежду, которую она предпочитает нужным. Понятно, она сама знает. Она мусульманка, она знает, что ей одеть. Но если она дома, она может одеть все, что угодно, и платок на голову. Ну, и опять я говорю, в пределах того, что она сама посчитает для себя нужным. На улице, понятно, хиджаб. Ну вот я сам лично видел, кто-то носит маски, платок, Да. кто-то носит бурку. Кто-то не носит маску, но она с платком, с хиджабом. Да, Кто-то лицо носит полностью бурку, открыто. да. Есть такие у нас женщины, которые даже перчатки одевают, скрывают лицо. Есть, ну, как бы это индивидуально, зависит от семьи. Но в основном, ну, 90% женщин в Кабуле ходят в хиджабе и 10%, наверное, в бурке. Что произошло? Зарплата минимальная и максимальная по Афганистану. По Афганистану минимальная 5 тысяч, максимальная 15-16 тысяч в госструктурах. Понятно, если работаешь на международной организации, то зарплата выше. Как отдыхают афганцы? Слушают ли они музыку? Ну, стереотипы разные по поводу отдыха афганцев. Я могу уже как бы предположить, что люди напишут в комментариях, но наши люди любят отдыхать на природе. Красота природы им нравится. Они любят хорошо покушать, поехать на природу, приготовить себе что-нибудь, шашлыки или что-то такое. Отдых в основном им нравится красивый. Музыку по исламу слушать запрещено, это харам. Но есть такая вещь, как нот. Нот, может, в других странах она называется по-другому. Это когда воспевают ислам, герои ислама и лидеров ислама. Без музыки, только словами в рифм. Ну, я сам лично слышал, как из машины на праздник доносилась музыка. Это был не нот. Да. Сугубо личное. Да. Смотри, это все варьируется от человека. Человек сам знает, когда ему грешить, когда не грешить по исламу. То есть этот грех он взял себе на душу, он послушал музыку. Так бывает со всеми. Захотел человек послушать музыку, это его дело, его грех. Тебе нравится рок? На какие вопросы ты никогда не будешь отвечать? Ну так, 100% я не буду отвечать про политику, про наркотики, про то, что
может посеять вражду между людьми или религиями. Да и в принципе, пожалуй, все. Твоя мечта. Моя мечта очень проста, чтобы в моей семье все были живы и здоровы. Вопрос от Дениса. Если бы у тебя была возможность уехать в другую страну навсегда, уехал бы? Ты знаешь о моей жизни, что я провел 21 год своей жизни вместе с семьей за границей, за рубежом. И я уже, за границей все повидал, вернулся во свояси. Мне тут комфортно, Денис, на самом-то деле. Той жизни, которая была у моих родителей, как иммигранты, я не хочу в другой стране. Если посчастливится поехать в другую страну нормально, по работе, то есть если будет приглашение какое-то работать с нормальным жильем и с нормальной жизнью, да. Иммигрантам нет, ни в одной стране мира. Очень интересный вопрос. Что стало с теми людьми, кто работал на бывшее правительство и частично с американцами? Это такой вопрос интересный, потому что, да, многие потеряли работу при смене власти, но я со своего опыта вам скажу, что когда я ездил в Министерство экономики очень много раз и видел там много сотрудников. Я был там при том правительстве и заходил в 2023 году тоже. Работники те же самые, то есть став не поменялся. Поменялись только начальники, директора, а ребята, которые работали на своих позициях, они работают. Только отпустили, понятно, чуть-чуть бороду, чтобы соответствовать нынешнему правительству. И те, которые работали в различных американских проектах, понятно, кто-то остался без работы, а кто-то сейчас работает на ООН, на другие международные организации или на обычные организации внутри афганские. Как называется всеобщее прощение от талибов? И да, когда режим сменился, был «Афу умуми». «Афу умуми» — это всеобщее прощение, поэтому они не стали никому никак надоедать или стараться убрать их. Они даже заключенных, выпускали, потому что это «Афу умуми», это всеобщее прощение, и этим они хотели показать людям из других, из предыдущего правительства, что оставайтесь, работайте с нами. Как решаются споры в Афганистане? Споры в Афганистане решаются почти всегда, оканчиваются спокойно. Потому как у нас очень вспыльчивый народ, и мы знаем свою меру. То есть, если зайдет все очень далеко, может дойти до того, что кто-то там нападет на кого-то и получится душмани. Душмани — это вражда семейная. А эта вражда семейная — это очень плохое дело, она остается в поколение в поколение. Поэтому мы очень аккуратны с тем, что мы говорим, как мы преподносим свое, то есть тебе, когда что-то не нравится, как ты это преподносишь, очень спокойно, лояльно. И когда дело доходит до того, что нужно поднимать голос, обязательно найдутся люди, которые успокоят обоих и объяснят, что если вы сейчас дойдет до драки или там до рукоприкладства или до еще дальше чего-то, то уже начнется вражда, и там брат за брата пойдет, сын до отца и все остальное. Поэтому только ради того, чтобы не было этой вражды, конфликты всегда заканчиваются пожатием рук и объятиями. Напутственные слова. Дорогие подписчики Дениса, дорогие зрители, кто смотрел этот ролик, Денис задавал вопросы, я старался отвечать честно. Понимаю, вопросы Дениса. На вопросы Дениса нужно отвечать как минимум 3 ответами, но я старался выбирать один. И я думаю, что я отвечал честно. И я понимаю, что на все вопросы нельзя ответить, чтобы угодить каждому, но хочу, чтобы вы поняли мою точку зрения тоже. Спасибо вам. Пока. Кого выберешь? Брата по религии, но ты его не знаешь, он там с другого континента. Или меня, человека другой веры, но мы с тобой общаемся. Смотри, Денис, да, так сказать, все мы мусульмане, братья по религии. И конечно же, он мне брат. Я общаюсь с тобой, ты мне близкий. Ты помог моей дочери, я очень благодарен. Поэтому ты мне будешь не меньше брат, чем он.